В глубоко застойные годы в Советском Союзе ходил анекдот о сотрудниках МИДа. Преподаватель дипломатической академии разбирает практическое занятие на тему ноты протеста и, особо выделяет прекрасную работу студента Иванова, которому есть лишь 2 замечания. «Нахрен» пишется раздельно, а «похрен» слитно. Тогда это было смешно. Но прошло не так много времени, и анекдот стал былью. При Путине язык российских дипломатов превратился в дворовый сленг. Да и поведением они все больше походят на шпану. За примерами далеко ходить не надо, вот лишь несколько цитат. «Посмотри на меня, глаза не отводи, глаза что отводишь?» Это дипломат говорит. Или «с павлинами поговори». Справедливости ради заметим, что доля изящества все же им не чужда. Извините за язык, но мы срали на санкции Запада. Так высокопоставленные сотрудники МИДа России общаются не только с журналистами, но и со своими западными коллегами. Налицо деградация некогда уважаемого внешнеполитического ведомства вместе с его главой. Учитывая этот прискорбный факт, наша редакция собрала волю в кулак и таки выслушала выступление министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова на заседании Совбеза ООН. От начала и до конца. И попыталась разобраться, что же нашему МИДу похрен, а кого он хочет нахрен. В начале своего спича Лавров углубился в историю. Ну а как иначе без этого? Министр вспомнил нашу великую победу в 1945-м и объявил итоги Второй мировой войны ключевым источником современного международного права. Вот так вот. Все в мире меняется, пресловутым итогом скоро стукнет стольник, но менять ничего нельзя. Устав ООН не велит. Кстати, саму эту организацию тоже нельзя никак реформировать. Оно и понятно, в нынешнем виде ООН для России удобнее. Наша страна в нем имеет право вето. В руках страны-агрессора это страшная сила. Так что Лавров костьми ляжет, лишь бы все осталось как прежде. В руинах и по итогам колоссальной трагедии Второй мировой войны. Его основой стал Устав ООН, ключевой источник современного международного права. Во многом благодаря ООН удалось предотвратить новую мировую войну, чреватую ядерной катастрофой. Далее министр перешел к излюбленной теме, откуда исходит угроза миру. Ясен пень, виноват во всем коллективный Запад. Разумеется, конечно, во главе с Соединенными Штатами. Потому как американцы нагло присвоили себе право вершить судьбы всего человечества. Между строк явно читается крик израненной недостатком величия русской души. На их месте должны были быть мы. Одним словом, обидно. К сожалению, после окончания Холодной войны коллективный Запад во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и, обуреваемый комплексом исключительности, стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей. Лавров бил коллективный Запад наотмашь и без пощады. И геополитические цели у них корыстные, и глобальную стабильность он расшатывает, и новые очаги напряженности разжигает. Россия из сил выбилась, пытаясь все это безобразие разрулить и в мирное русло направить. А США, знай себе, куражатся, да палки нам в колеса вставляют. Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта. Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая и принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, уважение территориальной целостности и право народов на самоопределение. И ведь давно они этим занимаются, еще с момента распада СССР. Удивительно, что Лавров в этом распаде Запад не обвинил, забыл, наверное. Зато министр вовсю оттоптался на Штатах за вмешательство во внутренние дела Украины. Вы не знали? А ведь это Вашингтон породил украинский кризис. Лавров поведал изумленной мировой общественности свою версию событий. В 2005 году Запад провернул переворот в Киеве и привел к власти проамериканского Виктора Ющенко. А московский протеже Виктор Янукович пролетел, как фанера над Крещатиком. Справедливости ради следовало бы сказать, что в 2010 году Янукович все-таки стал президентом. И вся мировая закулиса не сумела почему-то этому помешать. Но Лавров данный факт обошел стороной.
Зато министр подробно и со вкусом остановился на революции достоинства 2014 года. Естественно, организатором этой вакханалии были американцы. А кто же еще-то? Не могли же украинцы сами до бунта додуматься? Та же Нуланд обсуждала с послом США в Киеве состав будущего правительства, которое сформируют путчисты, и заодно указала Евросоюзу на его реальное место в мировой политике с точки зрения Вашингтона. Мы все помним ее скабрезную фразу из 2 слов. Показательно, что Евросоюз проглотил. Дальше больше. По указке заокеанских покровителей украинские путчисты принялись гнобить русскоязычное население. Вот как все на самом деле начиналось. Вот где корень зла. А теперь западные дипломаты пытаются все свести к проблеме территориальной целостности Украины. Хотя ерунда какая, казалось бы, да? Но Лавров не дал им навести тень на плетень. Министр привел убийственный аргумент. В Киеве захватили власть неонацисты, которые, естественно, не могли представлять интересы по меньшей мере населения Крыма и Донбасса. Это, говорит Лавров, не требует доказательств. Нацисты. А коль так, то действие киевского режима априори преступно. Соответственно, надо понимать, российская агрессия – дело благородное, практически святое. В храме Минобороны можно осветить. Ну и пошло-поехало. Какое возвращение к границам 91 года, возмущался Лавров. Нацисты после этого истребят там всех русскоязычных граждан, физически или юридически. В общем, если Россия освободит оккупированные украинские территории, они тут же покроются крестами с распятыми мальчиками. Ведь Запад поощряет российскую политику Киева. Тем более, что западным партнерам не впервые предлагать такую формулу мира. По Лаврову правительства Латвии и Эстонии десятилетиями поражают в правах сотни тысяч русскоязычных жителей. Естественно, с одобрения Евросоюза и НАТО. Кстати, аналогичным образом члены Евросоюза и НАТО десятилетиями поощряют действия Латвии и Эстонии по поражению в правах сотен тысяч русскоязычных жителей, которых нарекли негражданами. Теперь уже всерьез обсуждают введение уголовной ответственности за использование родного языка. Ремарка эта вписалась в спич Лаврова настолько аккуратно, что ему пришлось обозначать, что сейчас он вернется к основному предмету разговора. Возвращаясь к Украине. Затем Лавров снова вернулся к Украине и раскритиковал Запад, который якобы сорвал минские договоренности. Дескать, никто, кроме Путина, соглашение и не собирался соблюдать, только Путин один собирался. Запад только время тянул. Все обязательства лидеров Германии и Франции оказались пустышкой. Что было после этого делать бедному президенту РФ? То-то и оно. В прошлом году все подписанты Минских договоренностей, кроме Владимира Путина, имея в виду Меркель, Олланда и Порошенко, публично и с каким-то даже удовольствием признали, что, подписывая этот документ, они не собирались его выполнять, а лишь стремились выиграть время для укрепления военного потенциала Украины и накачивания ее оружием против России. Затем Лавров вспомнил слова министра иностранных дел СССР Громыка о том, что 10 лет переговоров лучше, чем 1 день войны. Правда, почему Россия все же начала войну, а не продолжила переговоры, он не объяснил. Лишь снова обвинил во всех грехах Запад. Далее речь зашла о важности этих самых переговоров. Дескать, Россия к диалогу с Украиной готова. Лично Владимир Владимирович не против. Ценить это надо, говорит. А Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Да и видеть его Путина не желает. Президент-то великой-то державы. Какой-то Зеленский. Так почему бы США не надавить на своего ставленника? Видимо, просто не хотят. Если США так заинтересованы в них, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен. И вообще, западные оппоненты только обидными словами с нами общаются. Вторжение, агрессия, аннексия. Как может Россия быть агрессором? Мы ж Вторую мировую выиграли. Нельзя историю переписывать. Устав ООН, напомним, тоже нельзя. В общем, сели бы мирком-лотком, поболтали бы о нашем вкладе в разгром фашизма, да и разошлись бы. А российская армия в Запорожье и на Донбассе осталась бы. Вот и славные были бы переговоры. Но Запад противится такому консенсусу. Будто бы на Украине свет клином сошелся. Просто нет у Запада аргументов против Путина. И вообще, западные представители боятся профессиональных дискуссий, ведь в таком неравном бою мгновенно разоблачается их демагогия. Одним словом,
кишка тонка. Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: вторжение, агрессия, аннексия. Ни слова о глубинных причинах проблем, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований устава, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет. Создается устойчивое впечатление, что западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию. Развивая мысль о неспособности западных демагогов к конструктивному диалогу, Лавров постепенно добрался до далекого архипелага Чагос и затерянных в Тихом океане островов. Ведь было решение ООН, что Франция должна вернуть атолл Майотта Союзу Коморских островов. Так ж не вернули. Великобритания тоже хороша. Не ушла по требованию ООН с архипелага Чагос. Ну и как, скажите на милость, после такого требовать от России соблюдения территориальной целостности Украины? Тем более, что там идет типичная гражданская война, которую Запад сам и разжег. В общем, отстаньте от нас. Сами вы дураки и принципы ООН не соблюдайте. Злоказенному Западу Лавров противопоставил прекрасную Россию настоящего. Она, наряду с УДКБ, и за контакты с НАТО выступала, и о международной безопасности пеклась, и принципы ООН свято блюла. Одним словом, не страна, а сущее золото. А что в ответ? Высокомерные отношения и обман на каждом шагу. Если бы НАТО не отвергло предложение ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису в силу того, что Россию десятилетиями отказывались слушать, либо обманывали. Россия, по словам Лаврова, и сегодня продолжает выступать за эффективную многосторонность и равноправное сотрудничество, в отличие от Запада, который генетически не приемлет. Чего стоит перл Борреля, сетует Лавров, что Европа — цветущий сад, окруженный джунглями. Это чистый неоколониальный синдром. США и их союзники всеми силами стараются воспрепятствовать демократизации международных отношений и давят все неугодные страны санкциями. В общем, налицо нарушение многочисленных пунктов и параграфов Устава ООН. Этот Запад вообще слишком много себе позволяет. Автократические режимы ему, видите ли, не нравятся. Не гарантируют они, видите ли, стабильность. Все ему Западу сильной демократии подавай. Тоже мне демократы. Гляньте, что они в Сирии, Афганистане, Югославии и многих других странах натворили. Так что нечего нам авторитаризмом пенять и Украину в укор ставить. Цитирую: «Автократическое правление не гарантирует стабильность. Оно катализатор хаоса и конфликта. А вот сильные демократические общества способны к самоисправлению и самоулучшению. Они могут стимулировать перемены, даже радикальные, без кровопролития и насилия». Конец цитаты. Невольно вспоминаются перемены, привнесенные агрессивными авантюрами сильных демократий в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и многих других странах. Досталось от Лаврова и альянсу мультилатералистов. По его словам, туда приглашают только тех, кто слушается европейцев. В смысле, с ними соглашается. А остальных ни туда, ни в ЕС, ни в прочие объединения не зовут. Представляете? Это же опять-таки типичный колониализм. Вероятно, Лавров хотел бы, чтобы ЕС пригласил присоединиться Россию. Или Северную Корею. Они показали европейцам, почем фунт лиха. Так нет, приглашают кого ни попадя. Ту же Украину, Сербии, Турции и прочее, рассуждает Лавров, подождут. А вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди. И люди, принимающие такие решения, претендуют на роль идеологов евроинтеграции. Постыдились бы. Кстати, вы не забыли, что в Украине у власти нацисты? Банда русофобов, незаконно захватившая власть. Принимать в ЕС киевский режим, который развязал войну против собственного народа, нонсенс, по мнению Лаврова. Этот тезис с послужным списком киевского режима, развязавшего войну против огромной части собственного народа. О как! А мы-то наивно полагали, что войну ведет Россия. Типичное заблуждение. Короче, Лавров поставил перед Западом вопрос ребром. Да коли там будут делить человечество на демократии и автократии? Сколько можно уже? Тем более, что настоящая демократия есть только в России, суверенная. Не то, что в Украине. Надо сказать, что перед Лавровым на заседании Совета Безопасности выступал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил недопустимость предоставления стране-агрессору права вето в ООН, подразумевая, естественно, Россию. Министр иностранных дел России оказался в затруднительном положении. Реагировать на такой выпад было необходимо, но отвечать лично Зеленскому Лавров счел ниже своего достоинства. Он главу Украины даже президентом в своей речи ни разу не называл. Нацистский режим, путчисты и так далее. В общем, пришлось изворачиваться. И тогда Лавров обвинил в неправильном использовании права вето, кого бы вы думали? Запад. И понеслась. Коллективный Запад агрессивно педалирует, будирует, провоцирует и злоупотребляет. Но для России это не проблема. Она вся в белом и на аналогичного цвета коне. И вето мы используем правильно. Вместо того, чтобы на российское вето пенять, лучше бы обратили внимание на решения ООН, которые приняты, но не исполняются. Например, на резолюцию по Палестине или по всему комплексу проблем Ближнего Востока и Севера Африки. А санкции? Помимо одобренных ООН, США и их союзники вводят дополнительные ограничения против некоторых стран. А мы страдаем. Нехорошо. Короче, с санкциями надо разобраться внимательнее. Они хоть и во благо России, но Лаврова очень беспокоит. Также важно, чтобы все санкционные режимы по линии Совета Безопасности были ограничены по времени, поскольку их бессрочный характер лишает Совет гибкости в плане влияния на политику подсанкционных правительств. В итоге Лавров вынес суровый вердикт. Международные отношения находятся в глубочайшем кризисе. Причем у Запада нет желания и воли исправлять ситуацию. Они хотят утвердить свой миропорядок, но мы не дадим. 80 лет по уставу ООН жили и еще столько же проживем. Там ведь много чего хорошего написано. Равноправие, полицентричность, устойчивость и безопасность развития, уважение к суверенитету государств, больших и малых, богатых и бедных, монархий и республик. Правда, против агрессоров плохо это все работает. Больших и малых, богатых и бедных. Но Лавров на этом внимание акцентировать не стал. России главное сохранить статус-кво на уровне скрепоносного 1945 года и закрепить в ООН свою роль великой державы. В общем, как в казарме. Живи по уставу, завоюешь честь и славу. Россия имела все основания быть уважаемой и влиятельной страной, но под мудрым руководством Путина и его друзей мы превратились вот в такое. Речи министра иностранных дел в ООН похожи на речи представителя Северной Кореи, и слушать их стыдно. Вот такая деградация российской дипломатии. Можно было бы все это всерьез разобрать, но сколько уж можно. Только смеяться и остается. До завтра.